Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить морковку по-корейски. Если у вас морковка сильно сочная, и чтобы не было много сока, когда вы ее натрете, то ее можно почистить предварительно за сутки. Она полежит, сок немножко высохнет, и тогда будет давать мало сока. Я так и сделал. Она была очень сочная. Вот пролежала она сутки после чистки. И начинаем тереть ее. Я люблю немножко, чтобы она посладше была, поэтому задняя часть морковки, она как бы менее сладкая, а передняя, она посладче. Поэтому я начинаю с передней части. И как я это делаю? Я беру морковку, кладу ее вот всей плоскостью. Вот она у меня терка под углом, четко. Вот она, видите, плоскость. Чтобы она у вас получалась ровно. А то бывает, получается труд ее, она получается вот такими вот частями. Кладу всей плоскостью и провожу. То есть вот так вот. Всей плоскостью и провожу. Потом увожу и по новой. Получается, как я ее на рубанку состригаю. Потом, видите, вот у меня получилась вот такая тоненькая. Если я сейчас буду дальше продолжать, то она будет состригется тут же и будет уже короче. Я поворачиваю на бок теперь и опять стараюсь всей плоскостью пройти. То есть она вся вот сейчас сточится вот до сюда. И будет вот до сюда они будут идти все длинные у меня. Вот смотрите, как получается. Видите? Если вы любите, чтобы длинные были. Но они, в принципе, длинные и должны быть, это блюдо. Вот. Попадаем в плоскость, то есть этим носиком. Можно сейчас перевернуть. Ну, можно не переворачивать. И вот сейчас заденет носик. Все. Видите, состриг. Носик висит. В принципе, уже все. Они будут короткие. Если нужны коротыши, не надо вот такие коротыши, тогда уже убирайте морковку в сторону и беремся за следующую. Следующая технология то же самое. Начинаем с носика, чтобы посладче была. Оставляется вот такой вот задок. Ну, его потом можно есть, там, хоть кому. Хоть скормить кому-нибудь. У меня вот собака есть. Я вот ее кормлю, она очень любит ее. И также попадаем в плоскость и полностью проводим. Таз, если есть побольше, можно и побольше взять. Удобнее будет. Поворачиваем. Вот, видите, тут вот бугор. Будет опять короткими. А здесь вот плоскость поровней. Я беру поровней. И тоже как бы как геометрия получается. И стригу ее в круг. Получается как на рубанке. Все, сейчас будут короткие. Ну, можно тут немножко вот еще вот длинные будут с этой стороны. Все. Дальше уже, наверное, сильно большого смысла нет. Ну вот, начистил я морковку. Получилось около 2 килограммов, может, чуть-чуть побольше. Теперь беру ложку 9% уксуса, поливаю. Значит, берем. Много уксуса не люблю, может, кто-то больше любит. Ну, это по вкусу. Рецепт потом напишу, описание ниже будет. Так, полили уксусом. Это потом все впитается, я перемешаю. Теперь давим чеснок. Зубчиков 5. Ну, я люблю побольше, я головку начистил. Кто не очень любит, ну, вот зубчиков 5 как бы можно. Чеснок надо ложить в одно место пока. Потом еще покажу, что делать буду. Третий зубчик. Вот, давайте еще одну головку. Еще один зубчик. Теперь берем соль, щепоточку. Посыпаем по кругу. Соль я тоже не очень люблю. Так что, кому нравится, побольше сыпьте. Теперь берем кориандр. Рекомендую 2 пакета брать. Килограмма на 2, на 2,5, 2 пакетика. Получается очень вкусно. Посыпаю вокруг. По кругу сейчас посыпем. Ну, потом мешать. Посыпали кориандром.
И теперь будем дальше продолжать. Нагреваем масло. Масло нагреваем до той степени, когда деревянной палочкой туда касаемся, немножко помешиваем, должно шипеть. И выливаем его не на весь всю морковку, а выливаем его на чеснок. Вот он наш чеснок, и выливаем на чеснок. Вот на чеснок вылили. Теперь берем сахар, четверть чайной ложки. То есть вот буквально даже, да вот так вот. И посыпаем вокруг. Много не надо, четверть. Все, посыпали. Теперь мы все это полили, значит, засыпали сахаром. Теперь это тщательно перемешиваем. То есть прям хорошо. Вот теперь все уже я перемешал. Теперь можно пробовать. Вот на пробу берете. Если немножко соли много, добавьте чуть сахара. Если сахара, допустим, много, можно соли немножко. Чувствуете, уксуса мало. Но уксус все равно может потом начать чувствоваться. Немножко можно уксуса добавить. Меня вот в принципе все устраивает. Я ставлю на 2 часа в холодильник. Через 2 часа я достаю. Чувствую, допустим, уксуса мало. Можно добавить по вкусу. Также сахар можно по вкусу добавить. Соль по вкусу. Ну вот и все. Вот он такой простой рецепт. Спасибо за внимание. До свидания.